Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Это первое видео в моей новой рубрике «Видео-разбор схем». В моем телеграм-канале вы можете присылать схемы понравившихся вам узоров, и я обязательно сниму на них такой видеоразбор. Первая схема — это вот такой мотив красивый. В этом мотиве у нас будут следующие столбики. Это столбик без накида, столбик с одним накидом, элемент из 3 столбиков с накидом с одной вершиной и воздушные петли. Ссылку на схему этого узора я оставлю в описании, вы сможете ее себе скачать и распечатать. И сейчас перейдем на вязание. Я здесь буду показывать каждый ряд. Здесь также представлена схема половины квадрата. Мы ее разберем обязательно в следующей части этого видео. И такая небольшая пометка. Здесь у нас по схеме все начинается с цепочки воздушных петель, замкнутых в круг, и затем уже в эту цепочку мы набираем первый ряд. Он у нас здесь состоит из столбиков без накида, первый ряд. Но я заменю эту цепочку на кольцо амигуруми. Для того, чтобы здесь не было отверстия, вы можете, если вы хотите это отверстие сохранить, набрать цепочку из 5 воздушных петель, замкнуть это в круг и уже в этот кружок, набирать первый ряд. Итак, приступаем к вязанию. Я буду вязать из хлопковой пряжи Газал Baby Cotton и крючком номер 3. Формируем кольцо амигуруми. И здесь у нас по схеме нам необходимо в кольцо набрать 8 столбиков без накида. Раз, два, три, и 8. Далее замыкаем в круг. И здесь я буду делать соединение ряда таким способом, который я использую всегда. Вы можете вместо такого соединения просто использовать соединительный столбик, но для этого вам в кольцо нужно будет набрать не 8 столбиков, как я сейчас набрала, а 9. Итак, вот моя первая верхняя горизонтальная. Прохожу сзади вперед крючком под нее. Подробнее про такое соединение вы можете посмотреть в видео про салфетку, я оставлю подсказку. Переводим назад и обходим получившийся круг. При этом хвостик мы высвобождаем. Замыкаем. И вот мы провязали наш первый ряд. Вот это соединение у нас будет выступать верхней горизонтальной еще одной. Итого у нас их получается по кругу 8. Второй ряд состоит из столбиков с одним накидом. И здесь мы видим, что здесь 2 столбика выступают из одной вершины. То есть мы в каждую верхнюю горизонтальную предыдущего ряда провяжем по 2 столбика с накидом. Таким образом, увеличив наш круг равномерно, и выйдем на 16 столбиков. Начинаю ряд я не с 3 воздушных петель, как в схеме, а имитирую столбик с накидом. Таким образом, делаю накид на крючок и ввожу вот первая верхняя горизонтальная, достаю рабочую нить, 2 петли на крючке провязываю вместе и еще одну воздушную петлю. Вот таким образом мы сымитировали первый столбик с накидом. Далее накид и в эту же точку второй столбик с накидом. Следующая верхняя горизонтальная, сюда мы также провязываем 2 столбика с накидом. Следующая верхняя горизонтальная, 2 столбика с накидом. И так двигаемся по кругу до конца ряда. Встречаемся в конце на соединении. И подхожу к концу ряда, и вот смотрите наше место, где мы соединение делали, и мы проходим вот так под эти 2 ниточки и провязываем сюда последнюю пару столбиков, последнюю прибавку.
делаем соединение ряда. Здесь у нас вот первый сымитированный столбик, вот второй столбик. Нам нужна верхняя горизонтальная от второго, потому что у первой ее нет. Мы ее сейчас сымитируем соединение. Находим вот второй столбик, и вот его верхняя горизонтальная, слегка правее от этого столбика. Проходим сзади вперед под верхнюю горизонтальную и соединяем. Провязали второй ряд. У нас получилось 16 столбиков с накидом по кругу. Переходим на вязание третьего ряда. Вот наш третий ряд. Это столбик с накидом, воздушная, столбик с накидом, воздушная. И здесь мы столбик будем провязывать в вершинку предыдущего столбика, да, во втором ряду. И таким образом мы провяжем 16 столбиков с накидом и 16 воздушных петель. То есть между столбиком у нас воздушная петля будет. Ряд я начинаю так же, как и предыдущий. Делаю накид и прохожу в первую вершинку, которая лежит ближе к нашей нити. Провязываю сюда первый столбик. Делаю воздушную. Накид, прохожу в следующую верхнюю горизонтальную, провязываю столбик с накидом. Воздушная. Накид, прохожу в следующую, провязываю столбик с накидом. Воздушная. И вот таким образом, провязывая столбик с накидом в каждую верхнюю горизонтальную, вяжем до конца ряда. Ряд мы закончим на воздушной петле. Подхожу к концу ряда. От места соединения, сюда также под обе ниточки прохожу, провязываю последний столбик в этом ряду, делаю воздушную и затем перехожу на соединение. Здесь у нас получается такая ситуация, что вот этот сымитированный столбик, у него верхней нет горизонтальной, следующим у нас идет это воздушная петля. И здесь я буду проходить не вот так под воздушную петлю, а именно так, чтобы у меня вот эти две ниточки были на крючке. Это будет немного сложновато, но сделать это для того, чтобы было более аккуратно. Прохожу, вот у меня внизу лежит перемычка, сверху две ниточки. И вот именно в эту точку я буду соединять. Обходим круг, высвобождаем хвостик и затягиваем. Провязали третий ряд. У нас получилось 16 столбиков с накидом и 16 воздушных петель, да, по одной между столбиками. Переходим на вязание четвертого ряда. Вот наш четвертый ряд. И здесь у нас следующая комбинация. Мы провязываем под воздушную петлю предыдущего ряда 3 столбика с накидом с одной вершиной. Далее делаем 3 воздушные петли. Пропускаем вот этот столбик, да, и в следующую воздушную петлю, под воздушную петлю, мы провязываем следующий такой же элемент, 3 столбика с накидом с одной вершиной. И так двигаемся по кругу. Итого у нас получится 16 вот таких элементов. И между ними по 3 воздушные. Начинаю ряд не с 3 воздушных петель, как в схеме, а с имитацией столбика с накидом, как делала в предыдущих рядах. Но здесь, смотрите, у нас получается 3 столбика с накидом мы должны будем провязать с одной вершиной. То есть мы их не довязываем до конца каждый, да, поэтому первый мы также провяжем в один этап сначала, делаем накид, проходим под воздушную прям, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли на крючке вместе. Это первый недовязанный столбик с накидом. Далее накид в эту же точку, недовязанный столбик, то есть провязываем тоже только 2 петли и двигаемся к следующему столбику. Накид и сюда же в эту же точку провязываем еще один столбик с накидом не до конца. 2 петли на крючке вместе. И далее 3 петли на крючке мы провязываем вместе, формируем одну вершину у этих столбиков.
Далее по схеме мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И переходим в следующую точку, провязываем сюда под воздушную петлю тоже 3 столбика с одной вершиной, 3 столбика с накидом. Первый провязываем, не довязываем до конца, делаем накид сюда же, достаем рабочую нить, 2 петли провязываем, накид и сюда же проходим, достаем рабочую нить и провязываем 2. Далее закрываем одной вершиной, 4 петли на крючке вместе и делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид и в следующую воздушную петлю провязываем такой же элемент. 1, 2 и 3. И провязываем 4 петли на крючке вместе. И так двигаемся по кругу, закончим ряд на 3 воздушных петлях. Подошла к концу вязания 4 ряда и делаю соединение. Здесь, смотрите, у нас также у первого элемента, который состоит из 3 столбиков с накидом с одной вершины, у него верхней горизонтальной нет. Далее у нас после этого элемента идут воздушные петли, поэтому вот находим первую воздушную и под нее, как и в прошлый раз мы делали, у нас 2 ниточки на крючке наверху и перемычка снизу. И вот именно сюда мы и соединяем ряд. Завершили вязание 4 ряда, у нас получилось 16 вот таких элементов и между ними по 3 воздушные петли. Переходим на вязание 5 ряда. Здесь смотрите очень внимательно. Вот у нас идет 5 ряд, он состоит из воздушных петель и столбика без накида. И здесь у нас идет такое чередование. Мы будем провязывать в вершинку вот этого элемента предыдущего ряда, который состоит из 3 столбиков, всегда будем вязать столбик без накида и чередовать комбинацию воздушных петель. Сначала, ну вот мы начинаем отсюда, сюда вяжем столбик без накида, затем 3 воздушные, следующий столбик без накида, далее 5 воздушных, столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, 5 воздушных и так чередуем до конца ряда. Начинаем мы ряд со столбика без накида, мы будем провязывать столбик без накида в каждую вершинку вот этого элемента, и здесь мы идем вот наше соединение, и мы проходим вот под эти 2 ниточки соединения, вот они, и сюда провязываем первый столбик, да, он будет сымитированный воздушной петлей, это будет столбик. Далее вяжем по схеме 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Далее в следующую вершинку вот этого элемента мы провязываем столбик без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель. В следующую вершинку элемента вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные. Столбик без накида, 5 воздушных. Столбик без накида. И так чередуем до конца ряда. Ряд закончим на 5 воздушных петлях. И подхожу к концу вязания 5 ряда, провязываю в конце 5 воздушных петель и перехожу на соединение. Здесь вот наша первая воздушная петля, которая имитировала
столбик без накида, верхней горизонтальной нет, переходим вот в следующую петлю, это первая из 3 воздушных петель, и здесь также проходим таким образом, чтобы 2 ниточки были сверху, и перемычка внизу крючка. Больше я на этом моменте останавливаться не буду, я думаю, что вы уже поняли. И соединяем, как обычно. Переходим на вязание 6-го ряда. Вот здесь обозначается начало 6-го ряда, и вот таким образом оно идет. Здесь у нас этот ряд будет состоять из столбик без накида будет провязываться под 3 воздушные предыдущего ряда. Далее формируется угол уже квадратом. Да, он состоит из 3 столбиков с накидом, 5 воздушных и 3 столбика с накидом, и все это провязывается под цепочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Далее снова под 3 воздушные петли столбик без накида, и боковая часть под 5 воздушных петель провязываем 7 столбиков с накидом. Снова под 3 воздушные столбик без накида и формируем следующий угол. И так повторяем до конца ряда. Мы ряд будем начинать под 3 воздушные петли, да, у нас здесь рабочая нить рядышком, и делаем имитацию столбика без накида, просто проходим под 3 воздушные, захватываем рабочую нить и провязываем воздушную петлю, которая будет выступать столбиком без накида. Далее переходим под 5 воздушных петель под цепочку и сюда по схеме вяжем угол. 3 столбика с накидом, далее 5 воздушных петель, и сюда же еще 3 столбика с накидом. Далее цепочка из 3 воздушных петель, сюда мы всегда вяжем столбик без накида. И переходим на следующую цепочку из 5 воздушных петель, сюда провязываем боковую часть квадрата, это 7 столбиков с накидом в одну точку. Следующая цепочка из 3 воздушных петель, сюда мы всегда вяжем столбик без накида. И переходим на следующую цепочку из 5 воздушных петель. По схеме у нас здесь формируется угол, вот этот, да. И сюда провязываем комбинацию 3 столбика с накидом, 5 воздушных и 3 столбика с накидом сюда же. И так мы вяжем по схеме до конца ряда. И ряд мы закончим 7 столбиками без накида и присоединим ряд вот сюда, в вершину столбика с накидом, да, вот этот первый сымитированный столбик без накида, и вот следующий столбик, и вот его верхняя горизонтальная. Закончила вязание 6-го ряда. Переходим на вязание 7-го ряда. Вот у нас начало 7-го ряда, вот он идет. И здесь у нас будут следующие комбинации. Мы будем провязывать столбик без накида. Вот наш веер из 7 столбиков в предыдущем ряду. И здесь мы будем работать с каждым третьим с конца или третьим с начала. Да? Вот у нас идет. То есть вот мы начинаем, например, да, в третий с конца столбик с накидом прошлого ряда, мы провязываем столбик без накида, затем делаем 5 воздушных петель, и под угловую вот эту арку из 5 воздушных петель мы провязываем угол 3 столбика с накидом, 5 воздушных, 3 столбика в эту же точку. Далее вяжем 5 и сторону вяжем следующим образом. Вот наш веер из 7 предыдущих столбиков, отсчитываем 1, 2, 3, в третий вяжем столбик без накида, далее делаем 3 воздушные, 1 столбик пропускаем, в следующий, то есть третий с конца, мы провязываем столбик без накида, и далее переходим на угол 5 воздушных и вяжем под цепочку из 5 воздушных петель угловую, такой же элемент, да, угол 3 столбика, 5 воздушных, 3 столбика, и так чередуем до конца. Итак, начиная 7-й ряд мы будем со столбика без накида, который будет провязываться вот в эту верхний веер из 7, да, вот мы находим
отсчитываем с конца. 1, 2, 3. Вот сюда мы будем начинать, в эту вершинку третьего с конца столбика. Здесь у нас будет так вот ниточка немножко лежать, но ничего страшного, это не сильно заметно. И вот сюда выводим рабочую нить и провязываем воздушную петлю, она имитирует столбик без накида. Далее делаем 5 воздушных. И провязываем угол вот в эту угловую арку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. 3 столбика без накида, 5 воздушных и 3 столбика в эту же точку. Далее переходим на вязание стороны квадрата. Делаем после угла 5 воздушных. И переходим наверх из 7 предыдущего ряда. И здесь отсчитываем 1, 2, 3 в третий столбик, вершинку. Вяжем столбик без накида. Делаем 3 воздушные. 1 столбик пропускаем, следующий вяжем столбик без накида. Далее 5 воздушных. И переходим на вязание угла. 3 столбика с накидом, 5 воздушных, 3 столбика с накидом. И так чередуем до конца ряда. И я подхожу к концу вязания 7 ряда. Заканчиваю провязывать столбик без накида. Далее делаю 3 воздушные. И соединяю ряд, потому что первый столбик без накида уже был провязан. Вот, первая воздушная — это сымитированный столбик. Проходим в следующую и здесь соединяем. Провязала 7 ряд. И переходим на вязание 8 ряда. Вот начинается 8 ряд с 3 воздушных петель. И здесь у нас ряд будет состоять из столбиков с накидом в основном, да, и на углу мы будем вязать 3 воздушные. Угол формируем точно так же, провязывая под цепочку из 5 воздушных петель 3 столбика, но уже здесь 3 воздушные и 3 столбика под эту же цепочку. Далее с остальными воздушными работаем так. Там, где у нас был вот этот веер из 7, затем столбик без накида, 3 воздушные, столбик без накида, вот под эти 3 воздушные мы будем вязать 3 столбика с накидом. Далее под следующие 5 воздушных мы будем вязать 5 столбиков. Далее в вершины столбиков, да, вот этих вот угловых, вот сюда мы будем вязать 3 столбика. И далее в цепочку из 5 воздушных петель формируем угол 3 столбика, 3 воздушные и 3 столбика. И далее вот так вот вяжем до конца. И начинаем ряд с имитации столбика с одним накидом, делаем накид. И здесь мы находимся около цепочки из 5 воздушных петель, да, которая на стороне. И сюда провязываем 5 столбиков с накидом под эту цепочку. Первый столбик сымитированный. И далее в вершинке вот этих 3 столбиков мы в каждую провязываем по столбику. И здесь смотрите внимательно, вот наш первый столбик, и вот так слегка правее от него лежит верхняя горизонтальная, вот это. Вот сюда мы и провяжем первый столбик, да, вот из этих 3, потому что здесь он находится рядышком с воздушными, и его легко потерять, ее легко потерять, эту верхнюю горизонтальную. И провязываем сюда первый столбик. Следующий, второй. И вот третий. Далее переходим на цепочку из 5 воздушных петель и формируем здесь угол. В этом ряду у нас состоит из 3 столбиков с накидом, 3 воздушные и 3 столбика с накидом. И 3.
Далее по схеме в вершинке 3 столбиков предыдущего ряда провязываем по столбику вот сюда и вот сюда. Все, и двигайтесь так по схеме, я думаю, что здесь сложности не возникнет. Провязала 8 ряд. Сейчас мотив немного, вот этот кружок, да, центр, вот так топорщится, но после того, как вы прогладите, все станет аккуратно и плоско. Итак, 8 ряд провязали, остался последний, заключительный 9 ряд, он состоит из воздушных петель, и здесь я хочу остановиться на том, какие вообще возможны варианты, да, вот с этим квадратом, что можно делать. Если вы хотите вот такую отдельную самостоятельную салфетку, то мы будем просто следовать по схеме 9 ряда и делать такую обвязку. Если же вы хотите какое-то изделие, состоящее из квадратов, то здесь возможны два варианта. Вы можете либо остановиться на 8 ряду и уже затем навязывать необходимое количество квадратов для вашего изделия и в дальнейшем их сшивать по вершинам столбиков без накида. Либо же провязывать 9 ряд, но немножко другим способом, просто воздушными петлями. Да, вот когда у вас будет, например, один квадрат готов, вы вяжете второй, и по ходу вязания 9 ряда соединительными столбиками, да, или воздушными петлями будем просто присоединяться вот к этим аркам, да, но так соединение, если вы будете добавлять 9 ряд, то оно получится такое вот более ажурное, да, то есть здесь еще одна такая линия вот этих арок появится, и они уже будут соединяться, здесь такая будет полосочка ажурная, а если это будут квадраты, состоящие из 8 рядов и заканчиваться на столбиках, то здесь получится вот такая более плотная полоска, да, и вот этого ажура не будет. Изделие получится такого совершенно разных характеров. Вот, поэтому я сейчас обязательно покажу, как провязывать по схеме этот 9 ряд, и остановлюсь на том, как можно присоединить к уже готовому квадрату квадрат, который вяжется. Переходим на вязание 9 ряда. 9 ряд у нас состоит из столбика без накида, воздушных петель, и в угол мы провязываем столбик без накида, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом и столбик без накида. Что означают вот эти вот точечки над воздушными петлями? На самом деле это не точечки, здесь вот где-то это выглядит как точка, а где-то вот прям хорошо видно, что это плюсик, да, или крестик, который обозначает столбик без накида. На самом деле мы здесь будем вязать сначала 3 воздушные петли, затем 1 воздушную петлю как будто бы для подъема, затем будем возвращаться в 3-ю воздушную петлю, провязывая туда столбик без накида и заканчивать цепочку 2 воздушными петлями. То есть по факту получится 2 воздушные, столбик без накида и 2 воздушные. И здесь внимательно смотрите, куда мы будем прикреплять, да, вот эту вот цепочку. Здесь у нас сначала идет прикрепление, вот наши 5 столбиков, вот они. Сначала в первый столбик мы вяжем столбик без накида, затем делаем вот эту обвязку и прикрепляем в последний столбик из 5. Далее мы делаем снова вот эту вот воздушную цепочку, да, и уже переходим вот к этим 3 столбикам, которые в угол были провязаны. И сначала сюда столбик без накида прикрепляем, и затем у нас здесь не 5, уже 3 воздушные петли. И прикрепляем мы столбиком без накида эту цепочку уже в угол, да, и уже потом будем формировать угол. И сейчас давайте провяжем, покажу, как это все делается. Итак, мы здесь сразу будем формировать вот эту вот арочку, да, и начинать ее, вот наши 5 столбиков, провязанные под цепочку. Вот первый столбик, и здесь у нас соединение ряда. Сюда мы проходим под эти 2 ниточки. Достаем рабочую нить, провязываем столбик, как будто бы столбик без накида. И далее формируем арку. Делаем сначала 1, 2, 3 воздушные петли, да, и вот в 3-ю мы будем провязывать столбик без накида. Для этого нам надо сделать еще 1 воздушную петлю для подъема. И вот в эту 3-ю, да, или во 2-ю от крючка сюда провязываем столбик без накида.
Да, у нас получается вот этот первый, это имитация столбика без накида, потом раз, два, 2 воздушные, столбик без накида и довязываем арку 2 воздушные. Все, прикрепляем. Вот у нас наши 5 столбиков. В 5 прикрепляем столбиком без накида. Повторяем такую же арку. Делаем раз, два, 3. Петля подъема. И вот в эту третью от начала провязываем столбик без накида. 2 воздушные. И прикрепляем вот эти 3 столбика, которые провязаны в угловую арку. Сюда прикрепляем в первый столбиком без накида. Далее цепочка из 3 воздушных. То есть мы 1 воздушную должны сделать, затем столбик без накида и 1 воздушная. Провязываем для этого раз, 2. Вот во вторую петлю будем провязывать столбик без накида. Делаем петлю подъема воздушную и возвращаемся во вторую петлю. Столбик без накида, воздушная, и прикрепляем эту арку уже в угол столбиком без накида. Далее столбик с накидом в эту же арку, 3 воздушные, столбик с накидом, сюда же столбик без накида, и пошла арка из 3 воздушных. Раз, 2, во вторую будем вязать столбик без накида, делаем воздушную, возвращаемся в этот столбик, вяжем в эту петлю, вяжем столбик без накида, 1 воздушная. Вот наши 3 столбика, которые мы провязывали в предыдущем ряду под арку, и вот в третий присоединяемся столбиком без накида. Все, и вот таким образом мы провязываем до конца. Так мы оформляем край изделия. И в конце 9 ряда нужно будет сделать просто соединительную петлю. Как ее делать, вы тоже можете посмотреть в моем видео про круг, я оставлю вам подсказку. И далее давайте разберем вариант, если вы хотите присоединять квадраты по ходу вязания последнего ряда. Для этого первый квадрат у вас должен быть связан, да, вот тоже с такими же арками, но здесь не делать вот этого столбика без накида, просто вязать, например, 5 воздушных петель, да, там где 3 мы 3 воздушные петли вяжем, и на этом закончить первый квадрат. И по ходу вязания последнего ряда во втором квадрате мы уже будем присоединяться. Я сейчас распущу и вернусь к угловой вот этой арке из 3 воздушных петель. И здесь смотрите, вот нам нужно сделать 3 воздушные петли. Всегда у нас центральная воздушная петля будет точкой присоединения. То есть мы с вами провязываем 1 воздушную, и вторую мы уже будем присоединять. Мы кладем лицевой стороной другой квадрат, рабочая нить у нас сверху на лицевой стороне квадрата, и проходим в такую же точку, да, только вот под арку из 3 воздушных петель. Захватываем и сюда провязываем соединительный столбик. Далее делаем 1 воздушную и вяжем по схеме угол, столбик с накидом, столбик без накида. Далее у нас снова 3 воздушные петли. Одну мы вяжем свободно, переходим в такую же арку, да, из 3 воздушных петель на первом квадрате. Сюда провязываем соединительный столбик и довязываем воздушную петлю третью. Присоединяемся по схеме, столбик без накида провязываем. Далее 5 воздушных петель, то есть третья у нас будет присоединительной петлей, соединительной. И провязываем 2 воздушные отдельно. Проходим в такую же арку на втором квадрате. Провязываем соединительный столбик и довязываем 2 воздушные. Следующий столбик без накида по схеме. И дальше снова 5 воздушных, то есть 2 воздушные отдельно вяжем. Третий делаем соединительный столбик и довязываем 2.
столбик без накида по схеме. Вот, и таким образом у нас получится вот такое соединение. Здесь оно, да, не совсем ровное, потому что у меня в этом квадрате были вот эти столбики без накида вверху арки. Вот, а так получится такое красивое ажурное соединение квадратов. И так вот соединяем в нужных сторонах. В следующем видео разберем, как вязать половину такого квадрата. Я очень надеюсь, что было все понятно и доступно, и у вас все получилось. Обязательно после того, как вы отвязали квадрат, отгладьте его, чтобы он был плоским, аккуратным и ровным. И присылайте мне интересные схемы, обязательно буду снимать видеоразборы и делиться с вами. Желаю вам приятного вязания, много новых идей и до новых встреч. Пока-пока!